Всем доброго времени суток, вы на канале 45 Гараж, и сегодня мы с вами соберем альтернативную модель к Ferrari и Buggy. На своем канале я решил ввести новую рубрику, на которой буду собирать альтернативные модели для обыкновенных наборов, которые можно купить сейчас в магазине. Соответственно, наборы будут актуальные, то есть ретро-наборы я использовать не буду, хотя это, в принципе, тоже интересная тема. Этот раз я взял два. Это набор Buggy 42124 и набор Ferrari 42125. Наборы предоставлены компанией LEGO для сообщества LEGO Technic Russia. Эти два набора я считаю отличными ресурсниками. Ну, Buggy, естественно, первый набор, он самый простой, там электрика есть, то есть это блок и 2L мотора Control+. А Ferrari, естественно, себя уже давным-давно зарекомендовала как отличный ресурсник арок, красных деталей, ну и, в принципе, тематики сбора суперкаров. То есть по всему миру уже активно собирают из этих наборов отличные суперкары, как в 10 масштабе, так и в 8 уже даже. Ну, соответственно, не из одного набора, естественно, только те, у кого есть еще и помимо этого детали. Ну и так как суперкары у нас не особо развиты в России, я подумал о том, что еще можно собрать из Ferrari. И мне пришла в голову, естественно, вот такая модель, сейчас я вам ее покажу. Это Trophy Truck в масштабе 1 к 12. Значит, как-то так он выглядит, соответственно, он красный, как вы уже поняли. Здесь исключительно задний привод, подвеску заднюю я сохранил от Buggy, то есть она здесь, к сожалению, имеет мало степеней свободы, она довольно упрощенная, но зато передняя подвеска независимая, без привода и очень-очень активно работает. Настроена как у реалистичных моделей, то есть здесь есть некоторые, сжатие изначальное. Оно сделано для того, чтобы машина, когда наезжает, например, в яму, то резко отщелкивала, грубо говоря, вниз колесо, и машина стабильно держала дорогу. Ну и, соответственно, есть также очень большой тревел вверх. То есть подвеска передняя работает отлично, она как бы нивелирует заднюю. Давайте, наверное, начнем с внешнего вида. Внешний вид напоминает Ford Raptor, который выйдет скоро, вот этот оранжевый. Я постарался сохранить максимальные его черты, но тут, как бы, сами понимаете, без наклеек и без определенных деталей тут вот сделать невозможно. Поэтому здесь получились немного глухие фары передние, но зато плюс-минус сохранился бампер. Бампер, кстати, съемный, то есть для трофи-трака бампера не особо актуальны, поэтому можно сделать даже вот так. Вот, он крепится здесь буквально на двух пинах, также можно переделать лампочки. Вообще, в принципе, про модификации я расскажу чуть позже, поэтому давайте пока сейчас рассмотрим модель. Итак, передняя часть у нас состоит из новых двухсоставных арок. Я сделал так, потому что тогда морда смотрится более интересно, более, грубо говоря, массивно. Ширина этих арок совпадает с шириной вот этих арок задних. Поэтому получается так, что у нас просто как бы облегченный зад, и в то же время очень интересный перед. Вообще мне такое решение очень, сразу понравилось. Блок батарейный расположен в центре. Здесь, в принципе, можно посмотреть, я сохранил тут как раз функцию, что можно вытащить батарейки, как и на Buggy. Весьма просто и легко они здесь вытаскиваются, то есть можно поменять батарейки. В принципе, модель играбельная. Передняя часть переходит постепенно в гибкий изогнутый капот. Я здесь постарался закрыть вот эти вот дыры. Под капотом мы можем найти фейковый 8 двигатель, но так как у нас весь привод здесь находится и никаких карданов, никаких осей здесь нету, к сожалению, двигатель он не рабочий. То есть для тех, кто захочет сделать двигатель, нужно будет либо менять трансмиссию, либо ставить дополнительный мотор. К сожалению, он не работает. Идем дальше. Здесь мы, в принципе, видим классические уже стойки, под углом, как на Hilux, как бы уже сейчас много кто так делает. Плоская крыша, двери, сделанные в виде вот таких вот изогнутых панелей. Они закреплены не особо прочно, но в целом зато они закреплены под углом, чтобы соответствовать вот этой вот всей площади аккуратненько. Здесь есть небольшие такие воздухозаборники. На самом деле рассчитывалось, что можно будет, как-то вот, чтобы воздух выходил назад,
То есть здесь стоять будут сзади радиаторы или интеркулеры, ну это гоночная модель. Но так как деталей Ferrari, к сожалению, нету, можете сделать уже свою некоторую модификацию в этом плане, то есть сделать ее более детализированно. Салон, опять же, салон я не стал детализировать, но здесь, как вы видите, я поместил техник-человечка, который у меня есть. В принципе, если у вас остались как раз старые наборы 20-летней давности, вы можете его использовать. Здесь стоит одно кресло, а два кресла сделать, по-моему, мне не получилось. Там, по-моему, не хватало деталей, это, по-моему, последние были изогнутые детальки. Далее здесь вот у меня получился такой интересный перекос, то есть переход из стойки в заднюю часть, такой обтекаемый, как это бывает на трофи-траках. Также получилась такая, ну, некоторый тент. Если этот тент убрать, в принципе, получится модель более похожая на Ford Трофею красную такую. Ну, в целом, ладно, как бы это на ваше усмотрение, можете ставить ее, можете нет. Я здесь также добавил колеса от Ferrari, но, к сожалению, они из-за того, что очень глубоко садятся, спереди они будут цеплять, а сзади они, ну, тоже немножечко цепляют. В общем, они здесь просто чисто декоративные. Если у вас есть какие-то другие колеса или дополнительная резина, можно, в принципе, здесь что-то другое сложить. Ну, я поставил, так как они были, ну, почему бы не поставить, собственно. Ну и переходим к задней части. Здесь, соответственно, как и у всех трофи-траков, пустое место. В общем-то, есть некоторый подиум под колеса и выхлопная система. Далее переходим к шасси. Ну, так как я уже сказал, это, в принципе, полная копия от багги заднего моста, поэтому здесь ничего нового вы не увидите, в принципе. К передней части есть интересные детали. Я тут очень сильно укрепил его как бы полубимами, рамками, бимами, ну, в общем, всем подряд все, что было, все пошло в дело. Вот, и передняя часть более укрепленная, и как бы тут минимум люфтов, в отличие от багги, у которой люфты и в рулевой, и в самом шасси, ну, короче, там вообще печально все. Кстати, еще интересная деталь, как раз вспомнил про шасси, модель можно брать за крышу, она полностью, ну, то есть полностью вот неубиваемая. Как же модель едет? Тут очевидно, что 1L мотор с повышением, как у багги, ну, не сильно ее вытягивает. Конечно, она стала немножечко тяжелее, то есть она уже не так быстро разгоняется, но все равно, несмотря на это, 1L мотор эту модель, в принципе, отлично вытягивает. Как вариант, можно поставить, ну, грубо говоря, понижение, и тогда вы можете спокойно ездить на ней по квартире, в принципе, преодолевая любые препятствия. Либо, если же вы хотите наваливать на этой модели, например, по какой-нибудь трассе, то можно поставить 2L мотора, и они будут довольно бодро ее раскручивать, но, естественно, это будет только задний привод. Переходим к модификации модели. Ну, тут, конечно, простор, мне кажется, бесконечный. Во-первых, можно доделать интерьер салона. У меня, в принципе, осталось довольно много деталей, кстати, сейчас покажу. Вот они у меня в такой коробке. Деталей действительно очень много осталось. Я хотел еще вот эти вот лопасти куда-нибудь приделать, но чуть так и не придумал, как это сделать. То есть простор для творчества, простор для каких-то модификаций у вас останется очень большой. У меня не было такой идеи, чтобы потратить все детали абсолютно, потому что модель и так тяжелая получилась. Она и так уже весит 1,3 килограмма, поэтому добавлять вес еще, чтобы она совсем уж не ехала, ну, казалось мне странным. Поэтому, что я вам предлагаю сделать? Вы можете построить эту модель, доработать, может быть, салон, может быть, убрать какие-то, наоборот, отсюда лишние детали, опять же, убрать колеса задние, без колес задних она, ну, и без дополнительных, она будет довольно легкая, я думаю, в районе килограмма. Ну, то есть тут два пути. Либо делать прям совсем какой-то мощный, проработанный, детализированный трофи-трак, либо же делать какой-то интересный такой легкий корч, который сможет быстро ездить и легко преодолевать любые препятствия. Но на этом у меня все. Всем спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, вам понравилась эта модель. Вообще пишите, что вы об этом думаете, что вы думаете о моей новой рубрике. Будет ли вам интересно еще
подобные видео, ну то есть видео, в которых мы просто покупаем 1 или 2 набора и собираем из них какие-то альтернативные модели. Всем спасибо, что досмотрели это видео, и до скорых встреч!